Всем привет! Сегодня я продолжаю серию рецептов из сдобного теста. На этот раз хочу поделиться рецептом вкуснейших рулетов с тремя разными начинками. Тесто делаю на топленом молоке с добавлением сливочного масла. Получается оно мягкое, очень волокнистое, воздушное, в меру сладкое. Для рулетов выбрала начинки, которые я очень люблю. Они прекрасно сочетаются со сдобной выпечкой. Такие рулеты я готовлю как на Пасху, так и просто когда хочется побаловать себя или гостей очень вкусной выпечкой. Тесто на топленом молоке получается настолько вкусное, что из него можно готовить любую сдобную выпечку с разными начинками по вашему вкусу. На моем канале уже есть один рецепт сдобных булочек, который я готовила с маковой начинкой и с корицей. Тесто там получается вкуснейшее, долго остается мягким, волокнистым. Также в том видео я показываю свой авторский способ формовки булочек, который мне очень нравится. Если еще кто-то не видел этот рецепт, обязательно посмотрите, ссылку оставлю в описании. Вот те продукты, которые мне понадобятся для приготовления. Все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры, а сливочное масло должно быть мягким. Начинаю с приготовления пары. В миску выливаю 250 мл теплого топленого молока, 25 граммов прессованных дрожжей или же 8 граммов сухих. Температура молока должна быть не выше 35 градусов. Хорошо размешиваю дрожжи, чтобы они растворились в молоке. Количество всех ингредиентов укажу в описании под видео. Всыпаю 1 столовую ложку сахара из общего количества, 125 граммов просеянной муки или же 5 столовых ложек с горкой. Количество муки укажу отдельно для опары и отдельно для замеса теста. Тщательно все перемешиваю до однородности. Накрываю пленкой и убираю в теплое место для подъема на 30 минут. В другой миске делаю сдобу. Вливаю 3 яйца и 1 белок, желток оставляю для смазывания. Высыпаю весь оставшийся сахар, по рецепту общее количество 150 граммов. Пол чайной ложки соли, пакетик ванилина 1,5 грамма, цедру половины апельсина, 2 столовые ложки растительного масла. Масло придает тесту эластичность, и выпечка будет дольше оставаться мягкой. Все тщательно перемешиваю венчиком, чтобы все ингредиенты объединились. Прошло 30 минут, подошла опара. Вот такая она получилась воздушная. Вливаю опару в сдобу. И хорошо перемешиваю две массы до их объединения. Вливаю 1 столовую ложку коньяка. Также перемешиваю. Постепенно всыпаю всю муку. По рецепту ее 575 граммов. Я укажу отдельно количество муки для опары и для замеса теста. Также укажу, сколько муки у меня ушло на подпыление стола. Это 25 граммов. Сначала все хорошо перемешиваю в миске. Затем подпыляю стол мукой, выкладываю тесто и вымешиваю уже на столе. Вначале тесто будет прилипать к столу и к рукам, но не добавляйте дополнительную муку. После 10 минут вымешивания тесто перестанет липнуть, начнет приобретать упругость, эластичность, а выпечка из такого теста, не забитого мукой, получится потрясающе вкусной. Теперь добавляю сливочное масло. Убираю 25 граммов на прослойку рулетов, а 100 граммов буду вводить в тесто в 2 этапа. Вначале все будет размазываться по столу, тут нужно набраться терпения и хорошо его вымесить до гладкости. Постепенно тесто будет становиться более упругим, эластичным и однородным. Аналогично добавляю вторую часть масла. Сливочное масло придает тесту мягкость и нежность. Я люблю добавлять именно мягкое масло на последнем этапе замешивания. Так тесто становится более тягучим, лучше растягивается, а выпечка становится более волокнистой. В общей сложности на добавление масла у меня ушло минут 20. Тесто абсолютно не липнет, стало более однородным, гладким, можно убирать его на расстойку. Смазываю миску растительным маслом, выкладываю в нее тесто и убираю в теплое место на расстойку минут на 60. Через 60 минут тесто очень хорошо подошло. Послушайте, какой звук, как лопаются пузырьки воздуха. Выкладываю его на стол и вымешиваю минут 5-10.
добиваясь еще большей эластичности и однородности. Посмотрите, какое гладкое тесто. Убираю в миску и ставлю в теплое место еще на одну расстойку. Вот продукты для начинки. Здесь инжир, готовая маковая начинка, фундук, вяленая вишня и клюква и изюм. Фундук я порубила ножом не сильно мелко. Инжир залила кипятком на 5 минут, затем промыла холодной водой, просушила и порезала на небольшие кусочки. Прошло 55 минут, тесто отлично подошло. Выкладываю его на стол и буду формировать 3 рулета. Делю на 3 равные части по 466 граммов. Каждую часть раскатываю в прямоугольник толщиной примерно полсантиметра. Первым делаю рулет с маком. Мне понадобится 200 граммов готовой маковой начинки. Третью часть прямоугольника разрезаю на полоски по 2 сантиметра. У меня получилось четное количество полосок. На остальную часть теста выкладываю всю маковую начинку и равномерно ее распределяю по поверхности ровным слоем. Начинки не жалейте, когда начинки много, так рулет становится гораздо вкуснее и не будет пустот во время разрезания. Далее сворачиваю рулет. Защипываю кончики с двух сторон. Беру 2 центральные полоски, перекручиваю каждую между собой, перекрещиваю друг на друга. Концы подгибаю с другой стороны рулета. Также поступаю с соседними полосками. Крайние полоски с обеих сторон перекручиваю и оформляю рулет по краям. Поправляю, чтобы не вываливалась маковая начинка и все было ровненько. Вот такой красивый рулет получился. Аналогично раскатала второй прямоугольник. Равномерно смазываю мягким сливочным маслом тонким слоем. Можно также использовать растопленное сливочное масло комнатной температуры. Второй рулет делаю с вяленой клюквой, вишней и рубленными фисташками. У меня по 40 граммов клюквы, вишни и фисташек, которые я равномерно распределяю по всему рулету. При желании можно смело брать начинки больше, так рулет получится только вкуснее. Сворачиваю рулет, буду делать плетенку. Все продукты для начинки идеально сочетаются между собой, но вы можете использовать начинку по своему вкусу. Вместо фисташек можно взять грецкий орех, миндаль или фундук. Разрезаю вдоль, хорошенько прорезая все слои. И сворачиваю плетенку так, чтобы разрез и вся начинка были сверху. Кончики подгибаю. Вот такая красота получилась. Раскатала третий прямоугольник, разрезаю на 3 равные части. Каждую часть смазываю тонким слоем мягкого сливочного масла. Выкладываю 100 граммов порезанного инжира. Я планировала взять еще грамм 30 изюма, но в процессе передумала добавлять изюм, так как сочла, что начинки уже достаточно. Но так как при расстойке рулеты значительно увеличиваются в размере, то можно смело добавить еще грамм 30-40 изюма. Будет тоже очень вкусно. Или же вместо изюма можно добавить немного орехов, например, грецких. Сворачиваю каждый рулетик по отдельности. Я сместила начинку к краю. Но начинку можно также распределить и по всей поверхности. Также свернуть в рулетики. При разрезании готового рулета получится очень красивый рисунок.
Старайтесь, чтобы рулетики получились одинаковой длины. Заплетаю их в косичку. Кончики скрепляю с обеих сторон и подгибаю. Получилась вот такая красивая косичка. Выкладываю рулеты на застеленный пергаментом противень, накрываю полотенцем и оставляю на расстойку на 50 минут. Рулеты хорошо расстоялись. В один желток добавляю 1 столовую ложку молока и смазываю каждый рулет яично-молочной смесью. Отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 175 градусов вверх-вниз без конвекции на 35-40 минут. У меня рулеты выпекались 38 минут. Получились обалденно красивые и вкусные рулеты. Идеально все пропеклось, румяная аппетитная корочка. Разрезаю каждый рулет. Воздушное нежное тесто, очень волокнистое, за счет добавления мягкого сливочного масла, очень вкусные ароматные начинки. При желании вы можете взять любые начинки, которые любите. Обязательно попробуйте приготовить эти вкуснейшие рулеты, ваши гости точно останутся в восторге. Все ингредиенты с указанием точного количества будут в описании под видео. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте подписаться на мой канал, впереди будет много интересных рецептов.